Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что скоро произойдет. Поворот событий до конца апреля. Что ждет вас, а что прояснится? Давайте с вами узнаем. У нас сегодня по традиции две колоды карт, и первая 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Узнаем, достанем три карты, как три знака судьбы. А я хотела бы сказать, что апрель, вторая половина, вступает в решительную фазу месяца. И уже недостаточно предчувствовать какой-то момент или что-то предполагать. Уже нужно конкретно понимать, а возможно корректировать свои планы. И с переходом Урана, это связано, 26 апреля планета Уран из знака Телец, где находился 7 лет, переходит в знак Близнецы. Начало новой эпохи, начало новой эры, можно сказать и так. Время, чтобы жить хорошо. Но этот период апреля, мои дорогие львы, это не есть зал ожидания. Скорее, это лаборатория, где вы сами исследователь и сами строгий экзаменатор. Итак, три знака судьбы. Возможно, это те сферы, в которых вам доведется принимать важные решения, что-то пересматривать, корректировать. Третий знак. Дополним колоды Таро и зададим следующие вопросы. Так что же там произойдет? И может быть, мои дорогие львы, буквально вас удивит. Вот здесь могут быть метаморфозы, когда что-то словно переворачивается. Но я должна сказать, тут и наше сознание тоже как будто трансформируется. Да, планетарные транзиты 2026 года, они еще будут сохранять в себе элемент дежавю. Это связано с Сатурном. Почти до конца, до 11 декабря. Но, видимо, вот этот вот период, как конца апреля, так и где-то май, прекрасное время определиться, что из прошлого, или, может быть, скорее определиться даже на будущее, потому что одновременно мы как будто определяемся с тем, что уже в нашей жизни было. Что из прошлого мы будем завершать, а что все-таки мы будем трансформировать, как перекладывать в какой-то новый порядок, может быть, или в новые отношения. Итак, что вас удивит? Вторая карта у нас будет называться «Кто или что появится неожиданно в вашей жизни». К чему все идет или к чему приготовиться? Как изменится ваша жизнь или что прояснится? Что будет продолжено в мае? И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, первый знак судьбы, потоковая информация. Может быть, для вас это что-то тоже неожиданное. Победа. Конечно, шестерка жезлов больше символизирует дела, работа, бизнес, деньги. Откуда к нам приходят деньги? Победа тут будет означать то, что у вас сейчас очень такой знаковый период и одновременно, когда вы можете сделать, ну, знаете, такой своеобразный прорыв. Прорыв имеется в виду в работе или в вашем определении, чем или как вы будете зарабатывать деньги, откуда они к вам будут приходить. Карта будет говорить о том, что ну вот есть какая-то победа. Но тут нельзя успокоиться, потому что, может быть, те победы, которые были прежде, на них нельзя сейчас полностью как положиться. Нам нужно удерживать, знаете, как вот достигли мы какого-то плато, а потом мы вынуждены это сохранять. Давайте достанем дополнительные карты. Может быть, для кого-то из вас это будет банально, вы оформите какой-то документ. Или для кого-то, ну да, вас тут явно что-то радует, мои дорогие. Но обе карты говорят, не расслабляйся, лев. Потому что именно это нужно продолжить, все то, что я говорила до карт. Или, может быть, и трансформировать в каком-то новом ключе, в новом амплуа. Для кого-то из вас это радость и по части личной жизни. Может быть, радуют дети. Буквально у нас здесь рождение нового, нет закрытых дверей для вас, мои дорогие. Но для кого-то это будет означать, когда вы именно трансформируете бизнес, свое личное дело. Или решили строить карьеру, решили рассмотреть какой-то новый способ дохода, ведь всегда туз кубков говорит начало. Поэтому будьте внимательны. Все то, что я сказала, тут не есть, как, знаете, какой-то основополагающая уверенность или в каком-то процессе, или в том, что наши прежние победы нам приносят успех. Нет, тут с элементом новизны вам нужно что-то переделать. Акцентируют карты, как будто у вас что-то получится. Второй знак судьбы, а у кого-то получится, может быть, разобраться в отношениях. Вот я это тоже не исключаю. Второй знак судьбы. Рыцарь Пентаклей. Ну вот в моих прогнозах я должна сказать, рыцарь Пентаклей иногда свидетельствует о человеке, который приходит вам на помощь.
Помощь бывает разная. И по этой карте, к примеру, это может быть человек, который вас может выручить определенной суммой денег. Причем это может быть тот человек, на которого вы вообще не предполагали, не рассчитывали. И вам придется как бы найти эту персону, да, вот такой момент, элемент, примите к сведению. Но здесь еще и может быть вот действительно какое-то ваше новое дело, начинание, когда вы делаете первые шаги. И эти первые шаги будут означать, эта карта одновременно марафонского забега лет на 10-20. Спешит с подарком наш рыцарь, может быть, это вы кому-то спешите с подарком, или есть конкретная персона, с которой вам нужно провести правильный диалог. Вот, кстати. Значит, может быть, с каким-то презентом, ну, вот буквально по карте. Да, дверь закрыта, но как будто уже нас встречают. Есть какой-то человек в вашей жизни, который вас не подведет. Или есть тот человек, который к вам относится очень хорошо, который, может быть, для всех закроет двери, а для вас эта дверь будет открыта ровно тогда, когда нужно. Вот карта говорит еще так же, мы можем на человека переложить, а можем, все то, что мы с вами говорили, это как новый вид деятельности. Или когда вы делаете карьеру. Вот раньше, может быть, вас устраивало то положение, в котором вы находились. А теперь вы подумаете, а что это я буду на вторых ролях? Здесь, понимаете, элемент самоуверенности, самодостаточности, он присутствует. И вас может даже не устраивать вот где-то как позиция, ну вот социальной лестницы иерархии. И это будет хороший побудительный мотив начинать что-то новое. Потому что есть все-таки у вас здесь поддержка, есть в принципе смысл что-то продолжать. Но опять же карта говорит о первых шагах, мои дорогие. Поэтому вот свяжите вот эти два как бы понятия. Да, и еще пока что-то не ясно. Не расслабишься. Карта вам четко говорит, это старший аркан, и именно в этой колоде нам даже идет подсказка, обратите внимание. Девушка, беременная в ожидании ребенка, прогуливается вдоль берега. То есть есть в чем-то ожидание, и это не пустое ожидание, то, что я говорила, зал ожидания. Это может быть какой-то регламент, получение документов, получение знаний, мои дорогие, которые за пару часов ты не освоишь, а более такое вдумчивое, кропотливое, может быть, изучение. Или когда вы подали, может быть, да, документы и ждете уже теперь результата или ответа. И есть регламент. Вы это не можете ускорить. Именно об этом нам говорит карта. Но за это время, да, мы не должны как будто себе противоречить. Мы за это время не должны сами себе устраивать какую-то, ну, как потерю времени. Потому что вот по этой карте мы должны попасть именно за эту дверь. По аркану Луна идет такое значение, я часто говорю, избегайте толпы. Меня несет толпа, есть такая фраза. Поверьте, даже если вы сталкиваетесь случайно, меня смотрят люди из разных стран, и вы сталкиваетесь случайно с таким положением, когда вот вы именно в толпе, вам в другую сторону, помните об этом. Если вы в коллективе находитесь словно между двух огней, бывает такое, какие-то коалиции, да, вот вам ни к одной, ни к другой нельзя примыкать. Вам немножко быть кошкой, которая гуляет сама по себе, себя сохранять, мои дорогие. И опять же, это не бездействие. Вот эта дверь, а у нас это прообраз, обратите внимание, дверь под наклоном. Кто хоть раз из вас пытался открывать ту дверь, которая, ну, такая покосившаяся, вы знаете, что это сделать очень сложно. Но эта дверь как бы вход в Пизанскую башню. И вроде бы, да, мы говорим, Пизанская башня – это та, которая падает веками, тем не менее она стоит. Вот какое-то место безопасности вам как будто нужно продумать. Может быть, это касается ваших побед, ваших свершений, источников дохода, которые более надежны. Вот есть такое, тут можно на любую сферу жизни переложить. Да, у кого-то это будет касаться и личной жизни, и конкретно дома. Может быть, решение сложных вопросов по недвижимости. И эта дверь единственная, по крайней мере, которая для вас закрыта, но вы можете ее открыть. Ручка есть, замка нет, но есть страж дверей, хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. То есть быть в той, может быть, общности людей, где вам не скажут правду. Поэтому и вам от того, как вы договоритесь по какому-то вопросу, для вас это будет означать стабильность. Будьте к этому готовы. Третий знак судьбы.
Но точно не ожидать. По этой карте девушка отправляет почтового голубя. Да, дверей закрытых нет. Но она как бы немножко на своей волне. Не случайно нам такую леди нарисовали в красивом платье, но в наушниках. Не видит, не слышит. Она именно где-то, ну, может быть, и смотрит вглубь себя или предполагает какое-то продолжение, поэтому и голубь отправляется, да, на надежде, что вернется и принесет какую-то весточку. Все же карта говорит, будь рационален, Лев. Если это регламент, как я говорила, то, что мы именно по срокам, как ожидание документа, ожидание визы, ожидание, может быть, четкое, да, когда вы уже проделали работу, и вот теперь вы ждете ответа. Но тоже тут нужно быть во всеоружии, во внимании в первую очередь, потому что правильно параллели провести. Есть смысл что-то ожидать или нет? Вот для вас как будто задача номер раз. Вот извините, мои дорогие любимые львы, я только что обратила внимание, что карта не видно. Ёлки-палки. Женя, ты очень внимательная. Поэтому элемент ожидания все же до конца апреля присутствует. Будьте готовы, смотрите. Вот, видимо, вот эта победа или для вас какой-то своеобразный прорыв, как я говорила. Все-таки этот элемент присутствует. Почему? По рыцарю кубков есть то, что нас может радовать. Это тоже своеобразный путь. И дверей закрытых нет. Здесь вход в грот. Но прежде чем попадет в грот наш рыцарь, во-первых, карта не гарантирует, что это будет продолжаться долго. Нам не дают гарантии, что то, что он увидит, или то, что мы увидим, нас будет радовать, но как будто войти, уже завершить этот путь нужно. И, видимо, для того, чтобы что-то прояснить, нам нужно словно через вот этот ледяной водопад пройти. Поэтому где-то будьте готовы к тому, что вы можете услышать какую-то новость. Вы можете столкнуться с теми людьми, которые вам могут сказать что-то не очень приятное, как холодный душ это будет для вас. Но это вас карты предупреждают, а предупрежден вооружен. И вот я следующую карту достала, и она как раз дополняет все то, что я сказала. Наблюдает молодой человек за тем сеньором, джентльменом, который выходит из богатого дома. Кстати, вы можете находиться с любой позиции, любого героя. Может быть, это вы вынуждены какое-то время наблюдать, анализировать, что-то подмечать, для себя как новый путь прокладывать и понимать, есть смысл этим заниматься или нет. Но вы можете быть, как и вот этот вот сеньор, который тоже не предполагает, что за ним кто-то наблюдает. Вот за вами могут наблюдать, и, может быть, вы столкнетесь с таким моментом, когда как у кого-то, знаете, как прорвало, да? Наблюдал, потом раз себя и выдал. Может быть, и вам карта говорит, что ты сейчас исследуешь, Лев, непознанную землю без карты. Вот есть такое значение по аркану Луна. Искусство мелких шагов и, безусловно, аналитика. Но вы можете действительно получить какую-то весть, или пусть это даже в средствах массовой информации, которые тоже от вас потребуют некоторой аналитики, или как раскопать как будто глубже, откуда ноги растут у этой информации. Но всегда паш мечей говорит об интеллекте, все-таки мечи, интеллект, поэтому придется без эмоций столкнуться с какой-то ситуацией или разобраться с каким-то ожиданием. Давайте узнаем, что вас удивит, что скоро произойдет. Вот именно внешние события. Снова финансовая карта, правда. Есть возможность решить вопрос финансовый. Для кого-то из вас это будет, я уже говорила об этом, и у каждого разные финансовые вопросы. Но опять же карта говорит о том, что, вот, к примеру, нам показан хозяин таверны, ресторана, который поднимает кубок за здоровье свое и посетителей. То есть человек работает сам на себя. Может быть, для вас что удивит? Может быть, это ваше дело, какое-то творчество. Я тут больше вижу деньги, как будто есть, деньги будут. Но это карта девятка, а по нумерологии это перемены. Поэтому с учетом верхних карт, как знак судьбы, не расслабляйся, Лев. Вот тебе именно сейчас, может быть, нужно совершить как определение, каким образом ты будешь продолжать зарабатывать деньги. И будь готов к тому, что впереди тебя ждут перемены. Вас может удивить точно так же человек, как я говорила, да,
с учетом второго знака судьбы, что вам кто-то может дать нужную подсказку, дать дельный совет. Может быть, вы и сами найдете какую-то информацию, которая будет казаться с учетом аркана Луна, ну, такой, знаете, не вполне понятный. И вам придется найти недостающую информацию или как провести ряд исследований буквально, стоит этим заниматься или нет. Здесь может быть внезапное поступление денег, может быть здесь не обязательно как бы внезапное поступление самих денег, мои дорогие, а здесь может быть новость, которая касается именно вашего финансового положения, когда вам нужно что-то срочно предпринять. Это карта скорости, это карта доброй трансформации. Иногда ситуация достигает какого-то пика, как нас подводит к какому-то итогу, и мы понимаем, что-то мы засиделись, вот теперь пора действовать. Это карта скорости, быстрой реакции. Когда мы, может быть, даже, это предполагается по этой карте, занимались мы чем-то одним. Или составили вы, мои дорогие львы, план, а вот здесь буквально новость врывается в вашу жизнь, и мы тут не можем ожидать. Тут нужно что-то предпринимать. Но вот именно какие-то первые действия или как новое направление, мои дорогие, для вас может быть, ну, как выход из какого-то лабиринта или решение финансового вопроса. Здесь само по себе сведения, какая-то бумага вас может удивить. Или пусть это в нашу цифровую эпоху будет банально телефонный звонок, или смс-сообщение, или что-то вы в мессенджерах прочитаете. Тут по-разному. И у каждого вот эта трансформация, она как какой-то пункт в нашей жизни, когда одна точка, эта точка может быть как и точка нового отсчета, так и в какой-то степени как точка невозврата к чему-то. Вторая карта. Что или кто появится неожиданно? Но по этой карте никто как будто неожиданно не появится. Единственное будет желание неожиданно подождать. Вот это да. Может быть, это будет связано с тем, что вы, вот, к примеру, у кого это проигрывается, когда вам нужно решить какой-то вопрос, и вы будете искать людей именно, да? Кто мне может, ну, как подсобить, или дать дельный совет, или выручить деньгами, то вот вам, как я говорила, предстоит еще найти этого человека. Возможно, для вас будет неожиданным решением, ведь иногда эта карта четверка мечей, что или кто появится неожиданно. Здесь может, знаете, что-то завершиться неожиданно, я бы сказала так, с учетом восьмерки кубков. И ведь это карта, когда мы ищем выход. Это мы сами от чего-то отказываемся, понимаем, что это не работает, это уже не служит прогрессу. А Уран в Близнецах приносит нам свободу, мои дорогие. И может быть вот теперь у кого-то через отношения. Это тот важный вопрос, как ключевой вопрос до конца апреля. Что остается в моей жизни после первоначального энтузиазма? Будь то это в отношениях, опять же, будь то это работа, как будто энтузиазм закончился. Какое послевкусие остается со мной? Что для меня это означает? Что вообще, в принципе, есть вовлеченность и есть сотрудничество. Поэтому вы можете пересматривать какое окружение, что-то передумывать, а кто-то будет банально, между прочим, или может задуматься о переезде, смене места жительства. Может быть и так. Но, видимо, какие-то размышления, может быть, несколько минут, но такие очень рациональные, потому что мы приводим мысли в порядок. Но, может быть, неожиданно услышанная новость как раз и вынуждает вас, подталкивает, ну, вот именно сейчас принять какое-то основное решение и двигаться в новом направлении. Уходит наш человек буквально налегке, не оборачиваясь. И может быть еще что-то дорого, да? Некоторые кубки наполнены, но он понимает, вот я был здесь какое-то время, но теперь наступает время идти вперед. И это может быть для вас неожиданно. Неожиданно на что-то решиться. Неожиданно сделать первый шаг. И будет соблазн, как будто все оставить и подождать, чтобы, ну вот, может быть, оно авось да разберется. А все же карты говорят, нет, тебе именно исследователем нужно быть и постоянно аналитика, да, проводить вот эту аналогию. Есть смысл, может быть, вы будете пробовать первое, второе, третье. План А, план Б, план С. Попробовали одно, видите, ага, не работает. Окей, оставляем, переключаемся на что-то другое. Через опыт к вам может прийти
Ну, как осознание, что имеет смысл продолжать, а что, ну, так себе будет результат. Третья карта. К чему приготовиться? К чему же вся вот эта перипетия жизненно идет? К работе, к деньгам, к изучению каких-то новых направлений. Нам показан профессионал, который буквально создает эти пентакли. И уже много пентаклей. Нам показывают о человеке, который очень умный человек, мудрый человек. Но, видимо, за последний период времени он так немножко, ну, как знаете, в одно что-то, словно мы уперлись и именно решили, что мы будем это развивать. Или это нам будет приносить доход. Или, вот как я говорила, построение карьеры. Вот именно на одном месте нас ожидает успех. Здесь вы сами можете рассматривать иную работу, вторичный доход. И обратите внимание, одна из лучших карт в колоде на деньги на работу. Но это карта рутины. Это карта, что работать придется много. И мы спросили, к чему приготовиться. Вот работы будет много. Может быть, буквально, когда вы не оставляете пока одну занятость свою и одновременно изучаете что-то другое. Или подключаете к основному виду дохода вторичный какой-то доход. Вот именно на деле вы тут это испробуете. И, может быть, придется. Как стряхнуть пыль. Тут буквально, это колода Чиро Маркетти, он изобразил паутину. Как будто пора стряхнуть паутину. Вот как из прежних знаний, может быть, что-то освежить. Или рассмотреть другие степени возможности дохода. При этом будьте готовы, работать придется много, проходить какую-то рутину. Как изменится ваша жизнь или что у вас прояснится, мои дорогие львы? Королева жезлов, карта сильного человека. Королева жезлов сама что-то проясняет. И ее приоритет – это правильная работа с информацией, раз, и правильное распределение денег, два. Поэтому будет прояснена вами, скорее всего, самими какая-то информация. И, видимо, какая-то стратегия, тактика по части финансов. Тут нам о финансах много что сказали, поэтому, видимо, для вас, и в принципе планетарно это тоже так. Работа, бизнес, карьера, ваши достижения и финансовый доход. По крайней мере, это то, что будет занимать ваше внимание и до конца апреля, и на май тоже. Ну вот, видимо, наступает это время перехода, когда вам нужно не просто что-то переосмыслить, а может быть даже для себя какой-то тезис, план создать. Есть какая-то конкретика. И, кстати, эта карта говорит о том, что вы храните молчание. Королева жезлов, ее уже жизнь научила, и она понимает, что нужно первое – надеяться на самую себя. Мои дорогие мужчины, перекладывайте на себя. Мы все-таки смотрим больше архетип карты. И люди доверяют, понимаете, по этой карте вам. Значит, вам наоборот могут принести даже, да, какую-то информацию. Может быть, это будет та информация, как недостающая, и у вас какой-то пазл сложится. Но мы по этой карте никому ничего не обещаем. И если правда, вам нужно прояснить что-то, то вы определенно проясните, как минимум по части работы и по части финансов. Но о своих дальнейших планах как будто бы молчание. Вот примите это к сведению. Хотя я могу сказать, в целом вы, может быть, конец апреля меняет очень лично вас, потому что вы как можете столкнуться с информацией, так и для себя, ну знаете, это как надоело, может быть, кому-то вот именно само по себе ожидание. Да, и как я уже именно буду что-то предпринимать, первые шаги в каком-то направлении, потому что пейзаж не менялся, может быть, долгое время, и вы на это решитесь. И это изменит не только вашу жизнь, но и вас самих. Вот таким может быть поворотный период апреля, вторая половина. И что будет продолжено в мае? Вот, наверное, все то, что я говорила, это карта тройка мечей. Любая тройка – это карта будущего. И это разочарование, безусловно. Это какая-то история, когда мы как потерпели фиаско. Или когда мы с лучшими побуждениями, надеждами что-то предпринимали или действовали,
а результат, увы, он был другой. Но на сегодняшний день эта карта может свидетельствовать именно о том, что в вашей жизни, может быть, не раз были какие-то минусы. И, может быть, вот, кстати, об ожидании. Вы долгое время, где-то надеялись. Может быть, человек одумается у кого-то. Это будет по отношениям. Или когда человек... как-то правильное сотрудничество, может быть, с конкретной персоной у вас выстроится. Или когда на работе будут тоже какие-то перемены. В итоге мы понимаем, что мы потеряли время. Но вот теперь вот что будет продолжаться. Всегда эта карта нам дает фору вперед именно тем, что на сегодняшний день это уже все отгорело, отболело. Это уже здоровое равнодушие. И вот, видимо, вы будете еще в мае месяце анализировать какую-то прежнюю ситуацию, которая будет связана именно с каким-то проигрышем, мои дорогие. Что это означает для львов на май? Наверное, все действительно, все то, что я долго говорила. Это вы сами. Для кого-то организация жизни. Для кого-то из вас это как стать императором. Но организовать свою жизнь совершенно по-другому. Добиться статуса иного, мои дорогие, построить карьеру. Может быть, это есть какое-то разочарование в отношении конкретной персоны. Вы можете махнуть рукой на что-то и сказать: да, я сейчас самый важный человек для самого себя. А все, что у меня было, вот я делаю выводы. Мы уже не расстраиваемся. Мы делаем выводы и идем дальше. Да, правда, у вас конец апреля и май. Это очень знаковые месяцы, потому что кто-то из вас окончательно решит, как или строить карьеру, или выдвинет для себя какой-то новый план действий и достижений, безусловно, по аркану император. Но для вас это в мае может еще означать, как вы, может быть, будете заниматься документами. И вот конкретно ведь это символ власти. Символ порядка, символ закона где-то, да? Может быть, вы и будете встречаться с важными персонами. Может быть, вам придется еще много согласований провести в мае месяце. Но мы именно для чего мы это делаем? Организуем свою жизнь совершенно иначе, чтобы уйти окончательно от этой тройки мечей. Карта совет. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Я всегда говорю словами Клаудио Пинейро по 5 кубков. Это разочарование. В той или иной степени. Уже нет смысла горевать. Наверное, мы с этого начали расклад. Так, планетарные транзиты складывают для нас какое-то продолжение. Вот что-то уже, оно завершилось давно, по факту. Вы могли этого не видеть. Но какой еще совет нам дадут карты? Король кубков. У кого-то это может касаться личной жизни, когда вы пересмотрите отношения. Наверное, тут у каждого по-своему. Может быть, это вы сделаете выводы в отношении конкретных людей. Может быть, когда вам кто-то приходит на помощь, а кто-то говорит нет. И вы тоже сделаете выводы. Но, видимо, окружение, не только вот ваша жизнь меняется, мои дорогие. Ваше окружение вы тоже будете менять. Потому что 2 чувственные карты. Нас явно что-то не устраивает в отношении с конкретным человеком. Может быть, это у кого-то напрямую. Иногда ведь король кубков это наших близких показывает. Может быть, это разочарование. Вы предполагали, что будет развиваться что-то одним образом. А здесь уже вы видите многократно, причем по 5 кубков, или видели прежде, что это, игра не стоит свеч. Вот здесь какие-то выводы вы тоже будете, мои дорогие, делать. Это факт. Может быть, и человек рожден под знаком зодиака, не обязательно это близкие, а конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. К чему нам говорит или ведет нас карта? Выбор, мы уже говорили. Выбор такой серьезный, что есть смысл продолжать. А что уже, в принципе, забирает время, силы, энергию, но ничего не дает взамен. Вот такая лаборатория жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, и ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.